inside. Yeah, yeah. I'm swimming inside. Здравствуйте, друзья канала Алга Петербург. Сегодня пятница, и в эфире, как всегда, Саша Карельский и Ваня Червинский. Друзья, всем привет! Саш, слушай, тебя сегодня как-то хорошо слышно. Что случилось? Я наконец-то разобрался со звуком. Оказывается, узнал, что нужно говорить в микрофон. Или узнал, что в Питере звук лучше, чем в Карелии? Да, в Питере акустика оказалась намного лучше. Все-таки бетонные коробочки дают о себе знать. Да. Ну что там у нас нового произошло на этой неделе? Чего интересного? Вань, прекрасная новость. В Японии вновь заговорили о Димаше Кудайбергене. Он появился на японском телевидении. Очень популярная программа «Non-Stop». Эта программа выходит каждый день в эфир. Коммерческий телеканал, безумно популярная. Все смотрят, особенно дамы. Кажется, это же какой-то один из центральных, получается, каналов, да? Это типа, ты не знаешь, это типа уровня ОРТ или уровня Казахстан ТВ или Я как? думаю, что это не меньше. Хабар? Не меньше Это точно. круче, чем, или примерно такой же, как Хабар, Я да? думаю, что это да, в одном диапазоне находится. Вот. И что особенно примечательно, это то, что достаточно большой эфирный промежуток уделили для Димаша. Очень много интересных кадров показали, и удалось пообщаться с Димашем, задав ему несколько вопросов. И затронули тему, разумеется, джазового фестиваля, который проходил в Токио в онлайн-режиме в этом году. Вот. Собственно, полный обзор я уже, Вань, сделал, поэтому кто хочет более детально разобраться в этом вопросе, посмотрите, выпуск у нас уже лежит. Но что особо, Ваня, я хотел заметить, что я рассказывал про участников, которые принимали, собственно, выступали на этом фестивале. И есть часть информации, которая не вошла в выпуск. Я бы хотел ей поделиться, чтобы люди действительно поняли, насколько это серьезное мероприятие, насколько серьезного уровня специалисты выступают на нем. Вот, у меня там показаны отрывки, и вот среди этих отрывков есть выступающий Джошуа Редман. Ему 51 год, это американский джазовый саксофонист и композитор, и у него премия Грэмми за лучший альбом классического кроссовера в 2019 году. Также там можно наблюдать женщину-пианистку-виртуозку Хироми Уэхара, 1979 года рождения, джазовый композитор и пианистка родом из Японии, известна своей виртуозной техникой. Очень круто играет, действительно, кто не видел, посмотрите. Премия Грэмми 2011 год. Ничего себе. И вот особенно хочу рассказать еще про одного джентльмена, Дэвид Сенборн, 74 года, американский альт-саксофонист и композитор, один из наиболее влиятельных музыкантов в современном джазе, работающий также во многих других жанрах. По данным на 2016 год, музыкант является обладателем 6 премий Грэмми. То есть очень много людей с такими вот наградами, и поэтому я считаю, что это очень круто, что Димаш вот выступил с этими специалистами, и теперь, я думаю, может завязаться тесное сотрудничество. Получается, что это Димаш себя чувствовал себя как в своей тарелке? Да, да, ты знаешь. А вот еще один очень интересный момент. Несмотря на то, что музыканты действительно именитые и крутые, на официальном YouTube-канале джазового фестиваля больше всех просмотров, угадай у кого? Я могу сказать, что мы, вот то, что у Димаша Канатовича больше всего всегда просмотров, мы с этим уже как бы сталкивались, нас уже этим не удивить. Поэтому я вот, знаешь, немножко подумал вот насчет именитых людей, которые выступали. Не обидно ли им чуть-чуть стало после того, как... я могу сказать, что они должны быть довольны, должны благодарны быть Димашу, потому что он, и мы должны быть благодарны Димашу, потому что он открыл, получается, для нас вот таких вот исполнителей. И он, кстати, регулярно для нас что-то открывает. И тоже вот, например, про Японию раньше что мы знали? Ну вот я знал, что есть Мураками, что есть Сакура. Хоку. Да, суши, и то, что Иньеста в футбол туда поехал играть, и все. А как бы, ну, и всегда казалось, что Япония вот отличается от всего мира. Но на самом деле вот сейчас, когда Димаш Канатович поехал туда, появилась возможность познакомиться чуть с Японией. На самом деле они очень похожи на европейцев, и они очень похожи даже на казахов. Могу тебе сказать, почему. Почему? Потому что они тоже едят конину.
И я тебе сейчас прочитаю. Это блюдо называется басаши. Оно полезно для здоровья и продлевает жизнь. А еще, кстати, японцы, они трудоголики и похожи на Димаша тем, что у них считается нормальным работать 15-18 часов в день. Вот я даже представил, приехал я в Японию, и ко мне подходит официант и говорит, вот басаши для Саши, угощайтесь. Да, да. А еще у японцев особенное отношение к старшим. Да, очень почитают, я знаю, действительно. Поэтому я хочу тебе напомнить, что вот на этой неделе еще было интервью родителей Димаша. Абсолютно верно, и тоже невероятно интересное интервью, хоть оно не слишком продолжительное было, но очень много интересных тем было затронуто в этом интервью. Во-первых, обсудили, разумеется, карантин, который достаточно долгое время продолжался в Казахстане в том числе. И несмотря на то, что, конечно, очень много минусов у этой ситуации, но также, как всегда, мудрые люди находят и плюсы. И вот в частности для Димаша, он, как сказал Канат, папа, что у Димаша было время перезагрузиться, осмыслить новые направления и вообще как-то наполнить свою батарейку для того, чтобы вновь с новыми силами, наполненной энергией выступить на следующих концертах. Мне понравился вопрос про то, как был задан вопрос про внуков. Тонко, по-восточному. Я думаю, что нам нужно немного поучиться вот этим. Кстати, Канат сказал, что Димаш до сих пор пока отшучивается от этой ситуации. Говорит, что пап, я же еще молодой. Зачем торопить? Вот. И поэтому пока он больше занят творчеством, и я думаю, это действительно правильно, потому что если в этом направлении сейчас поет душа, то нужно в это вкладываться как никогда. Все остальное, что называется, прибудет вовремя. Мне знаешь, какая еще тема понравилась из этого интервью? Это тема здравоохранения. Тема здоровья. А там несколько слов сказали неизвестных для меня ведущий и потом мама Димаша. Я решил изучить, что это такое. Оказывается, что в Казахстане народная медицина, она очень сильно развита. И я тебе могу даже кое-что рассказать. Например, кумыс считается лечебным средством, потому что он ускоряет обмен веществ, и, соответственно, кровь быстрее циркулирует, и поэтому, если хочешь быстрее поправиться, то надо постоянно пить кумыс. Слушай, что-то я думаю, почему я в Казахстане себя хорошо чувствовал? Это же потому, что я каждый день пил кумыс. Да. Еще вот я прочитал, что основными приемами при лечении болезней были согревание организма, массаж и гимнастика. Назначение внутрь трав и лекарственных препаратов естественного происхождения. То есть такая народная медицина правильная, без каких-то химий. Но есть одна тема, после которой я вот подумал, что все-таки надо немножко приостановить изучение. Меня эта тема немножко напугала. Это кровопускание. То есть именно кровопускание считалось одним из лучших методов лечения, позволявших избавить больного от большого количества скопившейся в его организме рамкан, то есть вредной испорченной крови. Слушай, Вань, у меня есть ряд знакомых, кому бы я точно порекомендовал этот метод. Вот. Кстати, вот я тебе могу сказать, что целители при помощи полезных трав и простейших лечебных процедур выполняли, получается, функцию жизненно необходимой первичной медико-санитарной помощи. То есть при любой болезни шли и лечились народными способами. И не было больницы или чего-то еще. Слушай, да, Вань, мне кажется, мы действительно недооцениваем методы народной медицины, поэтому надо как-то, наверное, чуть-чуть возвращаться. Обернуться. Все-таки тут я тебя поправлю, что, наверное, все-таки мы не должны забывать о том, что открытие пенициллина в середине 20 века тоже была от этого небольшая польза. Поэтому современные методы медицины, они тоже имеют место быть. Давай пусть... Кто во что называется, верит, тот тем и лечится. Когда мы поедем с тобой в путешествие по Казахстану, надеюсь, что когда-нибудь это случится, я думаю, что мы тогда сможем что-то из этого... Ряд процедур, да. Отлично. Кстати, про здоровье, про силы, про энергию. В этом интервью также была затронута одна интересная тема. Мы знаем, что семья Димаша очень много работает, очень много путешествует исключительно по деловым командировкам. И вопрос был
я считаю уместным, когда планируете отдохнуть, куда поедете, поедете ли вы за границу или останетесь дома в родном Казахстане. И папа Димаша, Канат, сказал, что в Казахстане еще столько много замечательных, чудесных мест, которые мы не объездили, а мы, говорит, очень любим путешествовать именно на машине. Вот, когда вся семья едет, обязательно, говорит, берем с собой самовар, все самое необходимое, самовар, подчеркнул Канат. И вот смотрят природу, потому что мы с тобой знаем, уже познакомились, да, о том, что, оказывается, в Казахстане настолько дивная природа, что там собраны, вот, наверное, все уголки земли в этой стране. Нужно быть просто внимательным. Я тебе даже скажу, что есть версия альтернативного мира. Вот. В одной из них говорится, что Гранд Каньон — это и есть Чарынский каньон. Вот. И через Чарынский каньон можно пешком пройти в Америку. Вот. Так что вот там очень много общего, тут ты правильно заметил. Я думаю, что самое время поговорить и про деятельность канала Алга Петербург, потому что мы тоже не скучали на этой неделе. Выпустили достаточно одну серьезную работу, которая называется «Гордость Казахстана». Мне очень было интересно изучать эту историю, поэтому, кто не видел, обязательно посмотрите. Ну, ссылки на эти видео, они будут в описании, да? Ну, или также, кстати, я вот хочу сразу перейти, если ты не против, к комментариям, потому что вот мы выпустили много работ на этой неделе, но есть вот такой вот комментарий. Мария SH пишет. Ребята, вы знаете, я не всегда получаю уведомления, когда появляются новые видео у вас на канале. Как это можно исправить? Может, что-то я не так нажала? Помогите, пожалуйста. Очень нравится ваш канал. С любовью из Нью-Йорка. Получается, что вот человек и подписался на канал, и нажал колокольчик, чтобы получать уведомления. А когда мы выпускаем ролик, уведомления не всегда приходят. Да. Ты знаешь, с этой проблемой многие на самом деле сталкиваются на нашем канале, и нам регулярно пишут, что вот что-то... Ну и мы замечаем по статистике, что что-то в алгоритмах Ютуба не так. А что, нам пока не разобраться. Можно сказать так, вот я письмо написал, поэтому, уважаемая Мария, мы написали письмо в поддержку YouTube, посмотрим, что они ответят, и, надеюсь, что смогут поправить вот это вот какая-то техническая неполадка. А для всех, кто переживает по этому поводу, я могу сказать, что мы каждый день выпускаем новую передачу, она выходит утром, обычно утром, то есть вы уже с самого утра можете просто зайти к нам на канал и посмотреть новую свежую передачу. И вот, как Саша говорит, они у нас высшие пробы хорошего качества. Хотя, на самом деле, вот я тебе могу сразу еще один комментарий, если ты не против. Давай. Значит, хотя Мелс Касымов вот тут написал, опять чего-то не хватает или что-то лишнее, например, американская ракета. Это взгляд, который тоже появился у нас недавно на канале. Там мы показали SpaceX, космический корабль, который Илон Маск запустил. Что вы хотели этим сказать? Что это лучше Гагарина и Байконура? Но зачем тут это, не понимаю. Вот. Видишь, есть люди, которые все-таки недовольны. Вань, это значит, что у нас есть стимул развиваться дальше. Это да, спасибо нашим друзьям, которые вот делают все возможное, чтобы мы становились лучше. Или мы просто, мне кажется, можем чуть-чуть расшифровать нашу задумку, потому что то, что мы показали SpaceX, это космический корабль Илона Маска, а вот мы знаем, что Илон Маск, он свои мечты воплощает в жизнь, и за этим следит весь мир. Как ты думаешь, с кем можно провести параллель? С главным музыкальным мечтателем вселенной Димашем Кудайбергеном. Да, Димаш точно так же, он мечтает, и все за этим следят, весь мир. И вот когда Димаш Канатович вот сказал, что он получит Грэмми, все ждут этого момента, точно так же, как ждали, когда Илон Маск сказал, что он запустит корабль космический. Вань, а вот пока Димаш делает все возможное, чтобы добраться до своей мечты, у нас же, между прочим, конкурс проходил в течение этой недели, где наши друзья голосовали и писали 3 самых
прослушиваемых песни в мае месяце. Продолжайте, пожалуйста, голосовать. Во вторник или в понедельник выйдет передача, отчет. Мы подробно расскажем и про рейтинг, и какие песни вошли в него, и даже поделимся небольшой историей этих песен, чтобы вам было интересно. Поэтому давайте подключайтесь, будьте активными и пишите варианты этих песен. И ждите передачу. Супер, я как раз хотел тебе предложить, что надо сделать отдельную передачу. Ну ладно, друзья, на этой положительной новости мы с вами прощаемся, увидимся с вами уже завтра. Всем пока. Всем пока.